Последствия урагана 5-й категории Иан на острове Форт Майерс-Бич. Ураган Иан обрушился на побережье Мексиканского залива Флориды в среду с катастрофической силой, вызвав воющие ветры, проливные дожди и коварную волну океанского прибоя, что сделало его одним из самых сильных штормов в США за последние годы. Особенно сильно пострадавший от урагана район Форт Майерс-Бич на юго-западе Флориды, он после урагана остался в руинах. Форт Майерс-Бич, расположенный на острове длиной 7 миль вдоль Мексиканского залива, подвергся полному опустошению и катастрофе. В результате мощного урагана на улице были припаркованы яхты, а сотни автомобилей оказались под водой из-за смертоносного урагана из разрушительной силой 5-й категории. Дороги, которые не были затоплены, были застроены выпотрошенными домами, у некоторых сорваны крыши и усеяны вырванными с корнем пальмами, которые во многих случаях были сломаны, как спички. Лодки были выброшены на берег и застряли между зданиями. Из 60 лодок остались целыми только 3. На кадрах с вертолета видны обломки и пустыри, где дома и другие здания были снесены в городе Форт Майерс-Бич. Число погибших, связанных с разрушениями, вызванными ураганом Иан во Флориде, остается неясным, поскольку спасательные бригады продолжают пытаться добраться до сильно пострадавших районов. Официальные лица округа, в котором проживает более 400 тысяч человек, призывали жителей к эвакуации, чтобы отправились в более безопасные районы на возвышенности из-за опасений по поводу наводнения, а автобусы доставляли людей в местные убежища. Количество жителей, которые выполнили приказ об эвакуации, остается неизвестным, но директор по чрезвычайным ситуациям округа Шарлотт Патрик Фуллер выразил осторожный оптимизм в отношении того, что наихудшие сценарии могли не реализоваться. Официальные лица Флориды только начинают подсчитывать масштабы разрушения штата, нанесенного ураганом Иан. Агентство кредитного рейтинга Fitch заявило, что застрахованные убытки Флориды могут составить от 25 до 40 миллиардов долларов, что может увеличиться в зависимости от последствий шторма в Каролине. Это сопоставимо с потерями в размере 65 миллиардов долларов от урагана Катрина в 2005 году и убытками в размере 36 миллиардов долларов от урагана Ида в 2021 году. Американский Красный Крест собирает пожертвования для оказания помощи жителям Флориды. Помимо помощи жителям на предполагаемом пути урагана, некоммерческая организация обслуживает тысячи людей, укрывающихся в своих центрах эвакуации. Армия спасения предоставляет еду, кров и воду пострадавшим от урагана жителям Флориды и ее окрестностей. Организация «Спасите детей» помогает семьям и детям из Флориды с помощью своей мобильной группы, развернутой в этом районе. Некоммерческая группа стремится защитить детей во время кризиса. Некоммерческая организация по защите животных American Humane развернула мобильные подразделения для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, связанных с животными, вызванных штормом. Красный Крест заявил, что многие центры в прибрежной зоне пострадали от урагана. В связи с этим группа призывает жителей незатронутых районов подумать о сдаче крови в местный центр донорства. По заявлению Красного Креста, кровь можно переливать везде, где она необходима в стране, и потребность во Флориде будет продолжать расти.